Всем привет, это Леонид Волков, спасибо, что смотрите мой канал. Видео у меня сейчас выходит пореже, военное время, очень много другой работы, но все же буду стараться держать вас в курсе, снабжать аналитикой, потому что это тоже важно. Так что давайте, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и начинаем разбираться с тем, что происходит. Война пошла не по плану Путина, и это, конечно, хорошо. Блицкриг не случился, Киев не был захвачен за 3 дня. Но, объективно говоря, российская армия все еще имеет превосходство в артиллерии, превосходство в воздухе и имеет огромные резервы. Россия все еще в 3 раза больше, чем Украина. Это значит, что безумная, разрушительная, братоубийственная, преступная война, которую Путин начал на ровном месте, просто придумав для нее причины, становится затяжной. Или, точнее, рискует стать затяжной, продлится гораздо больше, чем эти 2 недели. Значит ли это, что нас ждет реализация, наверное, самого плохого сценария из всех возможных? Бесконечная, возможно, многолетняя война, в которой ни за что ни про что, просто по прихоти Путина погибнут сотни тысяч людей, мирных и военных, а десятки миллионов гражданских лиц станут беженцами. Разовьется ли агрессия Путина против Украины в Третью мировую войну? И такой вопрос сейчас себе задают многие люди во всем мире. Мне кажется, и я вас постараюсь в этом убедить, что все-таки не следует ожидать такого печального развития событий. Сначала сразу оговорюсь. Как вы видите, просто отлистав на несколько видео назад по этому каналу, прогнозист из меня так себе. Не доверяйте мне слепо. И это относится не только ко мне, это относится к любому человеку, который сейчас дает политические и военные прогнозы. Ситуация меняется быстро, предсказывать ее сложно, а что в голове у действующих лиц не всегда можно понять. Я проанализировал и могу сказать, что с моим изначальным прогнозом было не так. Я говорил, войны не будет, потому что Путин просто блефует, пытается торговаться с Западом, что-то пытается для себя выторговать, поэтому гоняет солдатиков вдоль границы, но нападать не будет. До войны дело не дойдет, потому что Путин, очевидно, не может себе ее позволить. Ясно, что если он нападет, то Украина будет ожесточенно сопротивляться. Ясно, что быстрой победы не выйдет. Известно, что Запад ведет жесткие санкции, которые разрушат экономику России. И дальше, говорил я, Путин достаточно рационален же, чтобы понимать, что такое нападение станет для него политическим самоубийством. И в чем я оказался неправ? Украина и правда ожесточенно сопротивляется. Быстрой победы и правда не вышло. Да и вообще никакой не вышло. Запад ответил беспрецедентными санкциями, выше всяких ожиданий. От экономики России за 2 недели, честно говоря, остались только клочья. Торги на биржах не идут, национальная валюта упала в 2 раза, все западные компании из России ушли. Скоро, к сожалению, мы увидим отложенный эффект этого всего в виде галопирующей безработицы, галопирующей инфляции, массового банкротства банков и обнищания населения. Так в чем была ошибка? Ошибка была только в предположении о том, что Путин будет действовать рационально, поймет это, просчитает это и не пойдет на политическое самоубийство. Ошиблись. Оказалось, что за 2 года сидения в бункере он настолько оторвался от реальности, что действительно пошел на суицид. Плакать по нему никто не будет, безусловно. Но проблема в том, что за собой он тащит на дно 150 миллионов россиян и 40 миллионов жителей Украины. Я вообще думаю, что, честно говоря, коронавирус очень сильно повредил еще. Путин и до этого общался с очень узким кругом людей. Вы же знаете, интернет он не читает. Читает то, что приносит ему в красных папочках. В красные папочки пишут ФСБшники. Пишут для него их 20 лет. И за эти 20 лет, очевидно, выучили, что боссу нравится, что не нравится. И кормят его теми новостями, которые ему приятно читать. Путин, как это типично для диктаторов, стал жертвой собственной пропаганды. Но до коронавируса у него хотя бы был разнообразный круг общения. Его друзья-бизнесмены, с которыми он обсуждал, как побольше украсть. Его министры, с которыми он обсуждал, как все-таки страна будет двигаться вперед. И его генералы. За 2 года самоизоляции, которые Путин провел в бункере, когда каждый желающий с ним встретиться должен был 2 недели отсидеть в санатории, его круг общения сжался запредельно. И, видимо, там остались одни генералы. Какой бизнесмен будет 2 недели сидеть ради короткой встречи с первым лицом? Все равно бизнесмену надо бизнесом управлять. Он не может себе этого позволить. Путин оказался в окружении нескольких военных. Генерала Герасимова, Шойгу, Королева, Ткачева,
Бортникова, Патрушева, может быть, еще парочки, которые, очевидно, напичкали его вот этой вот идеей о том, что там, значит, нацисты геноцидируют русских на Донбассе и надо срочно их уничтожить, а население Украины будет встречать русские танки цветами. Итак, больше в наших прогнозах мы не вправе считать, что Путин действует рационально. Он действует как безумный. Но все остальные наши оценки и предположения оказались верными. Так что, убирая фактор Путина, можно попробовать построить новый политический прогноз. Я считаю, что скорость событий сейчас такая, что можно предположить, в общем-то, любой вариант развития их. Кроме одного. Кроме того, что все останется как есть. Нельзя законсервировать нынешнюю ситуацию. Она слишком острая, она слишком нестабильная. Сейчас система не сможет найти новое равновесие около нынешнего положения вещей. Мы никогда не видели еще такой динамики общественного мнения в России, как сейчас. Такого переломного момента, как сейчас. У людей открываются глаза, люди меняют свою точку зрения. Наконец-то это происходит. Жалко, что так поздно, но хорошо, что происходит. В разные стороны. Есть те, которые говорят: окей, патриотическая война, Путин все правильно делает, за это я ему все прощу. И вообще идет война, нельзя быть против своей армии. Даже если это армия нацистская, даже если это армия агрессора и оккупанта. Но гораздо больше людей, видя кадры бомбардировок мирных городов, видя, как солдатиков отправляют на бессмысленную бойню, видя, что происходит с экономикой, начинают понимать, что с Путиным и с его принятием решений что-то не то. И таких людей больше, мы это видим в объективных социологических опросах. И вот большая ошибка, которую я вижу, что многие повторяют, это думать, что Путина, ну или шире Кремль, не волнует общественное мнение в России. Крайне волнует. И вот почему. Вести войну, не имея никакой поддержки среди своего населения, это абсолютно гиблое дело. В российской армии, которую много лет обворовывали ее собственные генералы, и так невысокий уровень морали. Пойди повоюй на просроченных сухпайках. Но армия — это срез общества. Там служат люди, у которых есть семьи, у которых есть круг общения. Если общество против войны, то и армия воевать не будет. Это ровно то, что происходило и в России, и в Германии в 1918 году и привело тогда к завершению Первой мировой войны. Поэтому Кремль продолжает войну за общественное мнение. Из последних сил. Ну вы же видите, что они прямо сейчас подбирают новые и новые поводы для войны уже задним числом. Уже забыты денацификация и демилитаризация. Уже давно забыта защита Донбасса. Каждый день возникает новая информационная повестка, которая якобы должна именно в общественном мнении обосновать необходимость войны, справедливость бомбардировки жилых домов в украинских городах. Украина собиралась напасть первой, неопровержимые данные. Украина разрабатывала ядерное оружие, секретные документы. Нет, биологическое вместе с американцами. Нет, вообще коронавирус они там разрабатывали. Я здесь хочу сделать лирическое отступление. Есть такой психологический феномен – проекция, перенос своих проблем на других людей. По-русски говоря, с больной головы на здоровую. Или еще проще, кто как обзывается, тот так и называется. Это как Путин всегда обвиняет Навального в воровстве, будучи самым большим вором в истории человечества. Кто как обзывается, тот так и называется. Ну вот они говорят про нацистов и наркоманов, при этом полностью дублируя всю политику нацистской Германии. От готической руны до патриотических уроков воспитания молодежи. Они ведут себя абсолютно как нацистские оккупанты, а обвиняют в этом Украину. Что касается наркомании, видимо, там мы не всего еще знаем, хотя мы слышали и про аргентинский кокаин, и про другие истории, связанные с поставкой наркотиков в Россию высокопоставленным лицам. В этой связи, знаете, новое откровение о том, что Украина якобы разрабатывала бактериологическое и ядерное оружие, грязную плутониевую бомбу, заставляют очень и очень сильно напрягаться. Если пропаганда обвиняет в этом украинскую сторону, то, видимо, тоже неспроста они это придумали. Итак, для Путина важно общественное мнение, потому что иначе он не сможет контролировать армию. Армия не будет воевать без поддержки общественного мнения. И по мере того, как будут поступать новости с войны, по мере нашей работы, общественное мнение будет продолжать сильно меняться.
Сейчас Кремль держит цены на продукты искусственным образом. Смотрите, машины, лекарства, запчасти, техника, все уже взлетело вслед за курсом рубля на 50, на 100%. А продукты пока еще стабильны. Хотя, естественно, что в цене обычных продуктов питания тоже есть огромная импортная составляющая, импортная комплектующая. Там есть и станки, и оборудование, и компоненты. Так или иначе, российская экономика является частью мировой, и понятно, что при падении курса национальной валюты в 2 раза цены на продукты не могут оставаться на месте. Но в Кремле понимают, общественное мнение отвернется от них, если подорожает просто картоха, и они нагибают торговые сети, чтобы картоха не дорожала. Но затяжная война все равно меняет общественное мнение драматически. Когда они перестанут скрывать потери, когда это будет невозможно, когда потянутся цинковые гробы, когда экономическое бремя станет невыносимым, все изменится. Затяжная война, причем вне зависимости от результата на фронте, чаще всего приводила к изменению политических режимов в воюющих странах. Путин и его окружение это не могут не понимать. Поэтому Кремль будет пытаться сделать вид, что закончил войну победой. Им надо как можно скорее сказать, что война закончилась и что мы победили. Именно поэтому в последние дни в повестке, которую транслирует Кремль, уже доминируют не боевые действия, не захваченные города, не сбитые самолеты, а мирные переговоры. Каждый день Россия якобы открывает гуманитарные коридоры, якобы прекращает огонь, якобы ведет мирные переговоры. В конце концов, я думаю, что это закончится достаточно быстро, на горизонте 2-3 недель, в самом крайнем случае, тем, что они объявят: мы победили. Неважно, что будет на фронте на самом деле, скажут: мы победили, мы достигли своих целей. 100% военного потенциала Украины уничтожено, демилитаризация случилась, Донбасс защищен. Ну и будет подписано какое-то перемирие с частичным выводом войск, которое Кремль будет пытаться упаковать и продать своей телевизионной аудитории как победу и как окончание войны, чтобы люди немножко выдохнули. Но вот только Путин ведет не одну войну. Он ведет войну не только на фронте под Харьковом и Черниговым. Он мог надеяться танками и самолетами победить Украину просто за счет превосходства в силе и технике. Но он еще и начал, хотя его предупреждали, экономическую войну против всего мира. И если соотношение сил России и Украины, населения стран и военного потенциала, наверное, где-то 3:1, 4:1 в пользу России, то экономическая война против всего западного мира исходно обречена. Россия это 1,5% мирового ВВП, примерно в 15 раз меньше, чем Евросоюз, и в 15 раз меньше, чем США. Войну против всего мира в экономике Путин уже проиграл, и как бы он ни делал хорошую мину при плохой игре, сделать с этим ничего невозможно. Российская экономика разрушена, она понесла катастрофические потери и вряд ли в ближайшее время восстановится. Увы, это больно для всех, кто живет в России. Даже если Путин сейчас договорится до чего-то, до какого-то прекращения огня, до частичного вывода войск, санкции останутся. Мир предупреждал Путина, что экономические последствия военной операции на территории Украины будут катастрофическими. Путин не внял этим предупреждением и получил по полной программе. И вот за снятие санкций придется торговаться. И придется отдавать очень и очень много. И тут уже никуда не получится деться, потому что миру нужны будут гарантии, что Путин не начнет новую войну. Я, честно говоря, думаю, что на горизонте 1-2 лет мы можем даже оказаться в ситуации, когда Путин, если он сможет сохранить свою власть, если он будет надеяться сохранить свою власть, то он вынужден будет не только ДНР и ЛНР отдать, но и Крым вынужден будет вернуть. Я думаю, что ему придется пойти на такие крайние меры, потому что довольно скоро станет ясно, что в условиях нынешних санкций российская экономика вообще не может функционировать. И пытаясь не допустить полного обнищания населения и полной потери поддержки, Путин вынужден будет пойти на огромные уступки. Я, между прочим, хочу публично признать, что я изменил свою позицию в отношении санкций как таковых. Я раньше имел очень ясную картину мира и много раз про это писал и говорил. Персональные санкции эффективны, секторальные нет. Мы всегда говорили, надо идти за путинскими деньгами, за
деньгами его ближайшего окружения. Но ни в коем случае, дорогой Запад, не надо бить по экономике. Бьешь по экономике, платят обычные люди, а Путин-то не платит. И мы всегда говорили, ни один режим никогда санкции не сменили. Ну вот сколько лет под санкциями живет Иран, Северная Корея, Куба, и ничего. Судя по всему, с этой идеей есть некоторая проблема, судя по всему, это так не работает. Вот в чем дело. Куба действительно живет под санкциями с 1956 года, Иран с 1979 года. Но так на Кубе в 1956 году не было Apple Pay, в Иране в 1979 году не было Макдональдсов и так далее, и так далее. Эти страны никогда не были интегрированы в мировую экономику. Там не было современных технологий. Мировая экономика в 50-х, в 70-х годах была совсем другой, гораздо более раздробленной. Самолеты летали редко, интернета не было, все не было взаимосвязано и переплетено. Санкции не отбрасывали Кубу, Иран, Венесуэлу, Северную Корею назад. Они им не давали расти. По сути дела, санкционным давлением Кубу законсервировали вот в ее 60-х годах. И там туристы до сих пор восхищаются, как среди полного захолустья и нищеты гоняют «Жигули» примерно того времени. Они не развивались. Туда так и не пришли Visa и MasterCard. Туда так и не пришли Макдональдс и KFC. Но это, как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать. Ситуация с нынешними санкциями против российской экономики отличается принципиально. По меркам всего мира в России-то жили относительно хорошо. Российская экономика была частью мировой, она была интегрирована, у нас были классные банки, у нас были современные финансовые сервисы, у нас были нормальные рестораны. И тут все это отбирают. И девайсы, и приложения, и инфраструктуру. Давай, дорогой россиянин, пересаживайся на суперджет, который не летает, йотафон, который не работает, и операционную систему Эльбрус, которую еще не написали. И пофигу, что они не летают и не работают. Этим история с санкциями против российской экономики очень сильно отличается от того, что мир в свое время пытался сделать, чтобы поставить на место Кубу, Иран или Северную Корею. Мы наблюдаем первый в истории человечества эксперимент по отбрасыванию достаточно развитой и достаточно современной экономики на десятилетия назад, а не ее консервацию. И, конечно, не так просто предсказать, чем это закончится. Я думаю, что удар этот будет абсолютно невыносим для Путина и для его окружения. Очень грустно при этом, что российские граждане, которые вовсе не поддерживают Путина, в массе своей вовсю страдают из-за этих санкций. И это сейчас важнейшая задача для российской политической оппозиции. Для нас. Сделать так, чтобы смягчить влияние санкций на тех, кто против Путина. Сделать так, чтобы они работали именно против Путина, его государственной экономики, его олигархов, его окружения. Итак, пока армия Украины сдерживает оккупантов на фронте, есть два ясных направления работы для антипутинских сил. Первое. Продолжение работы с общественным мнением, продолжение информационной, контрпропагандистской работы. Чем быстрее мы сломаем поддержку Путина среди населения, а сейчас для этого максимально благоприятный момент, тем скорее война закончится, тем скорее эта армия перестанет воевать. Во-вторых, усиление санкционного давления и его корректировка таким образом, чтобы страдали именно Путин и его окружение. И вот тогда этих факторов хватит, чтобы Путин закончился, чтобы все это не продлилось долго, чтобы нынешняя ситуация не законсервировалась и не превратилась в длинные годы безумной кровопролитной войны и в длинные годы беспросветной нищеты для России. Давайте работать над этим, друзья, давайте оставаться оптимистами. По-моему, вполне ясно, что нам с вами надо делать. Ну и, конечно, еще раз попрошу, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. До встречи в новых видео.